Стабилизатор для фотокамер, который имеет великолепный дизайн, отличные материалы, качественную сборку, регулировку тяжести в 5 направлениях, трехосную блокировку, много интересных и полезных режимов для съемки, удобную панель для управления стабилизатора, колесо для плавной регулировки фокуса или фокусным расстоянием, наклонную рукоятку для удобной хватки и приложение для детальной настройки стабилизатора. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к FiatEdge Scorp C. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду тестировать и распаковывать для вас для начала стабилизатор от бренда FiatEdge. Он предназначен для больших и тяжелых зеркалок. Вполне возможно, вы можете беззеркальные аппараты туда ставить. Штука максимально новая, минимальное количество будет изначально этим делом интересоваться, с одной стороны. С другой стороны, если вы видеограф, я думаю, что вам будет интересно. Что это такое? Это стабилизатор для всего огромного. Огромного, при том, что эта штука, я вам скажу, для людей, у которых довольно крепкая рука. Потому что помимо этой штуки, здесь еще будет фотоаппарат обвес. Мне кажется, что здесь можно еще посерединке что-то вставить. И что еще у нас в комплекте? Я думаю, что-нибудь веселое. Ох! И, в принципе, все, что необходимо для того, чтобы подключать великие ужасные микрофоны. Ну и не только. То есть здесь у нас переходники с мини-джека на Type-C, микро-джека, наверное, с Type-C на Type-C, Type-C на микро, с микроджека на Type-C, с Type-C на USB-A, какие-то фиксаторы дополнительные, еще фиксаторы и еще с micro-USB на Type-C. Две подставки и первый файл. Несмотря на эпичный внешний вид, и, разумеется, это дело не может быть просто плохо собрано. Вопрос самый главный для нас и для меня и для вас, как он с программным обеспечением работает и что он может вытянуть. А то, что здесь нет сумки для переноски, я в шоке. Я думаю, вы тоже. Сколько это дело весит? Для интереса мы сейчас проверим. 1 килограмм 200 граммов. Как все это дело работает в полевых условиях блогинга, вы узнаете в ролике. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Не забудьте, что я разыгрываю iPhone OnePlus Nord N20 SE, Poco M5s и еще текновский смартфон. Так что участвуем в розыгрышах, на днях часть из них уже пройдет. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стримах, либо чуть-чуть позже, как в этот раз. Форс-мажоры у всех бывают. Перейдем же к стабилизатору. Полетели. В комплекте мы имеем основной корпус, трипод, быстросъемную площадку, опорную базу под камеры, винты для фиксации площадки и держатель для объектива с винтом. Помимо этого, разумеется, есть набор различных кабелей, перечень которых можно найти на официальном сайте. Также к нему можно докупить различные аксессуары для удобства, к примеру, устройство для ручной регулировки фокуса или фокусного расстояния с помощью многофункционального колеса. Дизайн стабилизатора лично мне очень понравился. Выглядит он внушительно, сборка качественная. Выполнен он из матового металла с резиновыми вставками на рукоятках. Притом логично, что его делали для того, чтобы он работал, а не отлично выглядел. Трипод удобный, и стабилизатор стоит на поверхности устойчиво. Далее, стабилизатор в сложенном состоянии без площадки для камеры довольно компактный. В рюкзак его положить вообще никакого труда не составит. В сложенном состоянии размеры его составляют 310 на 273 на 75 мм. На корпусе расположили 3 блокировочных переключателя. Далее есть 2 дополнительные ножки для того, чтобы стабилизатор можно было поставить на горизонтальную поверхность без трипода. Помимо этого мы имеем кнопку включения-выключения и вход в режим сна. Кнопки A, B для обозначения начальной точки и конечной. Разъем для зарядки USB Type-C, кнопку куркового типа, которая в стоке отвечает за отцентровку осей, вход-выход в режим селфи. Далее есть кнопка FPV для входа или выхода в режим FPV. Далее есть основная, так скажем, панель для управления. На ней находится индикатор состояния, аккумулятор, индикатор Bluetooth, кнопка
видеозаписи, кнопка автоматического вращения и две left-right кнопки направления этого вращения. Стандартный джойстик для управления, кнопка смены режимов. Из режимов на борту PEN, горизонтальная ось, Tilt, наклон вверх-вниз и Roll, качание, а также есть режим Lock, блокировка. У всех данных режимов есть свои некоторые нюансы, которые обязательно нужно знать перед использованием стабилизатора. Логично, что вы правильно понимаете, это больше уже профессиональная штуковина, просто за адекватные деньги. О различных режимах, функций и тому подобному можно рассказывать бесконечно. В данном обзоре мы выясняем основу, а также я делюсь своим опытом использования. Далее есть колесо для плавного управления камерой, оно работает в паре с кнопкой, которая находится рядом с ним для смены режимов. Это необходимо, если вам нужно будет плавно повернуть камеру, чего не сделаешь с помощью джойстика. Точнее сделаешь, но это будет более проблематично и не особо удобно. Далее есть кнопка для перехода в портретный режим и 4 разъема Type-C для подключения, к примеру, камеры или дополнительных аксессуаров. Обязательно перед покупкой обратите внимание на совместимость камеры с данной моделью стабилизатора, так как различные дополнительные функции имеются только в паре с одной камерой, а с другой они могут не поддерживаться вообще. То есть вам надо найти свою модель в списке. Также отмечу, что команды кнопок можно переназначить в приложении, что очень даже удобно. Отбалансировать данный стабилизатор довольно просто, но рекомендую посмотреть обучалки по балансировке стаба, иначе можете получить дерганую картинку, как я с самого начала. Регулировка центра тяжести регулируется в 5 направлениях, ко всему есть еще регулятор памяти для центра тяжести. Использовать стабилизатор, держа за рукоятку с триподом, можно, а также за рукоятку, на которой находится панель с управлением. В стабилизаторе используется процессор с 4-элементным алгоритмом и мощной антивибрационной технологией. Как бы все это классно не звучало, по факту вот все, чтобы у вас плавненько было сделано для этого. Поколение W9, максимальный диапазон 360 градусов, грузоподъемность около 2,5 килограммов. По большому счету можно любую тушку туда ставить, ну единственное, да, оптика будет, конечно, не любая. Емкость аккумулятора 2500 мАч, стабилизатор поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, полный цикл зарядки занимает около 2 часов, время автономной работы достигает 13 часов. В моем случае он прожил спокойно 12 часов 30 минут. Ко всему этому 5-минутной подзарядки спокойно должно хватить вам на 30 минут работы стабилизатора, если срочно надо будет что-то подснять. Приложение FIA Scorp. Подключить стабилизатор просто, обновить прошивку в приложении можно, и мне уже обновление прилетало. Приложение удобное, вдобавок в нем есть различные обучающие ролики, но на английском языке, хотя мне кажется, что если вы занимаетесь съемкой видео или фото, английский, можно сказать, что ваш второй язык однозначно. Само приложение доступно на русском языке, работает оно в паре со стабилизатором корректно. В приложении на главной странице мы имеем заряд аккумулятора в процентах, за что спасибо. Далее есть вкладка, в которой можно удаленно управлять стабилизатором, менять режимы, включать-выключать запись, фотографировать и настраивать баланс. Вдобавок есть функция, при которой можно наклонами смартфона менять направление. Это прям очень круто. Далее в приложении есть детальные настройки режимов, такие как автоматический поворот, панорамная съемка, покадровая съемка и видеозапись следов. Настройка кнопок и колеса, настройка силы двигателей, скорость исследования, настройки видеокамеры. Ко всему этому есть еще автоматическая калибровка и ручная калибровка. Во вкладке «Другие настройки» можно включить или выключить звуковые эффекты при включении стабилизатора. Включить-выключить запрет режима селфи и блокировку оси. Восстановить до заводских настроек можно, что тоже удобно. Летим дальше. Для примера, как работает стабилизатор, я снял несколько видео в 4К 30 FPS на камеру Canon. Первый пример без стабилизатора, а второй со стабилизатором. Разумеется, картинка куда более смотрибельна с использованием стабилизатора. Также я снял, как стабилизатор будет работать, если вместе с ним будет необходимо двигаться, к примеру, бежать. Ко всему этому снял, как стабилизатор работает во время различных режимов. Надеюсь, для вас это будут примеры полезные. Однозначно, это инструмент профессиональный, который имеет много различных функций, что позволяет снимать просто невероятные кадры, но кому-то он может прослужить просто удобным девайсом для студийной съемки. Утрированно, как штатив использовать, плюс какие-то там подсъемы. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений, примеры вы сейчас увидите.
Минусы. Дополнительные ножки трудно достаются. Также блокировка оси, которая находится рядом с рукояткой, иногда мешается. Нет бокса для переноски в комплекте. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите там же. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы поддерживаете проект. Не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и телеграм-канал, где мы делимся видео и фото с новых и не только девайсов. Резюмирую. Стабилизатор FIATEC Scorp C. Первый стабилизатор для фотокамеры, который я приобрел и ни капельки не разочарован. До этого у меня был вообще механический. С этим делом мы уже снимали очень много всего, включая, допустим, те же обзоры на самокаты. По качеству материалов, по сборке, по функционалу я очень доволен данной моделью. Если вы не занимаетесь каким-то контент-мейкингом, вам не особо это нужно. Если у вас тушка с хорошей стабилизацией, допустим, Sony FX3, как у меня, вам это тоже не особо надо, с одной стороны. С другой стороны, стаб всегда удобная штука, и его всегда можно куда-то применить. А за адекватные деньги я впервые вижу подобный девайс. Может быть, кто-то мне посоветует что-то другое, можете писать в комментах, с удовольствием присмотрюсь и, может быть, приобрету, потому что камер хватает. От меня девайсу однозначное да. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.